Отлично зашла вам видео начала серии «Я построил дом», о том, как я многие годы, почти 15 лет, строил дом в горячем ключе. Не все я могу вам рассказать сразу, поэтому если вы смотрите, если не посмотрели, обязательно посмотрите это видео «Я построил дом», это новая серия. Мой личный опыт, оплаченный сотнями тысяч долларов, буквально. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите в комментарии, о чем я мог забыть, какой вопрос вам интересен. Я прошел все круги ада при строительстве дома. Комментарии для меня очень важны, это обратная связь. Расшарьте это видео, потому что то, как я строил дом в горячем ключе, это, скорее всего, общая практика и существует у всех. Для меня очень важно, чтобы вы были подписаны на канал Андрей Панюшкин, журналист в Испании, потому что таким образом вы поддерживаете меня. Хотя бы тем, что регулярно смотрите. Поэтому проверьте, что у вас включен колокольчик на все оповещения. Я записываю видео почти каждый день и хотел бы, чтобы вы их все видели. У меня есть отдельная серия моих воспоминаний о том, как я жил в СССР. У меня есть школа юридической самозащиты «Адвокат Фри», где я делюсь какими-то лайфхаками. Плюс на канале я отдельно рассказываю о своей жизни в Испании. Я критикую Испанию. Мне многое здесь напоминает Россию. Я иногда скучаю по России. И вчера я купил, допустим, соленого леща и порадовался тому, какой это вкус родины. Здесь соленых лещей не продают, только в славянском магазине. Так вот, как бы версия, или вернее серия 1.1 к тому, что я записывал в 1 декабря про первую серию «Я строил дом». Про коммуникации. Это, пожалуй, основное, если не самое основное. Ну, как минимум после выбора участка, коммуникация это точно основное. Построить коробку можно и на Марсе, как вы понимаете. А вот воду найти там, это вопрос. Так вот, про коммуникации. Когда я выбирал участок, естественно, это был один из основных вопросов, какие есть коммуникации. Когда я выбрал участок на улице Ольховой, дом 8, что я видел? Я видел, что там идет колодец водоканала. Предположил, что можно подключиться к воде. Прямо рядом с участком. Ой, нет, перепутал. Перепутал. Не было колодца водоканала. Это был колодец Ростелекома. Все правильно. Это был колодец Ростелекома. Прямо рядом с участком. Потому что это был поворотный колодец. От этого колодца кабельная канализация водоканала уходила через дорогу по диагонали. Колодца водоканала не было, но у соседей была выше вода. И я предположил, что есть труба водоканала. Но колодца не было. Все, оговорился. Да, колодец помню, но не помню чей. Видите, сколько времени прошло. Также я увидел у соседей, у одного, который напротив, Ольховая 3, и у соседа слева, Ольховая 6, у них было газифицированные дома. И я предполагал, что есть газ. То есть можно подключить газ. Ну, опоры электроосвещения были такие, что они шли через... То есть около Ольховой 6 стояла, и посередине между Ольховой 3, ну как бы вот около дороги, но через дорогу. То есть электрика тоже была. У меня на участке был только нулевой цикл, то есть только фундамент, никаких коммуникаций не было. Ни забора, ничего не было, голое поле. В общем, я тогда предполагал, что окей, раз у соседей есть основные коммуникации,
значит и я смогу себе эти коммуникации повторить. И я был категорически и очень неправ. И вот почему. Ну, давайте начнем в порядке поступления проблем. Значит, чтобы строиться, нужно электричество. От соседа мы кидали воздушку, удлинитель, то есть, но это очень неудобно. Я решал вопрос, решал сам, дистанционно. И приезжая в Горячий Ключ, естественно, с подключением электричества. Первое я пошел, электричество нужно, первое. Я пошел в НЭСК, наши электросети местные. И говорю, мне нужно электричество, вот на этот дом. Мне говорят, нет, мы тебе электричество не подключим, у нас нет тех возможностей. У нас старый трансформатор, все. А как? Спрашиваю я их, подозреваю, что меня подводят к даче взятки. Говорят, вот у нас есть рекомендованный подрядчик, вот ты с ним пообщайся, все будет, можно будет подключить. Я общаюсь с этим рекомендованным подрядчиком. Как я потом понял, он один из родственников тогдашнего руководителя НЭСКа. И мне выкатывают очень немаленькую сумму за подключение, подчеркиваю, только подключение ящика с счетчиком и блоком розеток на столбе. То есть ввод в дом, до дома, не осуществлялся, только вот на столбе. Но чтобы оттуда можно было уже на своем участке, на своем счетчике кинуть удлинитель и строить дом. Речь идет о 2007 годе примерно. Может быть, начало 2008. Нет, 2007 год. Вот. И мне говорят, вот, ты понимаешь, тебе обязательно нужно сделать на участке столб, иначе некуда вешать счетчик. У меня был забор, но мне сказали, нет, нужно поставить столб. Столб обязательно нужно поставить. И мне продали, как я теперь понимаю, бэушный, снятый с эксплуатации опору, столб. Помню прекрасно, что он стоил 50 тысяч рублей. В 2007 году это почти 2000 долларов. Установили эту опору прямо в углу участка. Повесили на нее счетчик. И через неделю, все заключили, подключили, запустили. Сразу техвозможность нашлась. И через неделю по всей улице Ольховой поставили новые опоры до самого конца. Буквально в 3 метрах от моей опоры на участке поставили еще опору городскую. По большому счету, меня обманули. А мой счетчик, вот этот ящик с розетками, можно было повесить на столб забора моего и воздушку кинуть с тех будущих опор. То есть всего лишь разница в неделе была. И мне это было не критично, у меня не было там такой стройки, что нужно было вынь да положь сейчас электричество. Мы пока брали у соседа, платили ему за это деньги за время строительства. Обманули с электрикой. Конечно же, те, кто делали мне эту опору и это подключение, конечно, знали, что есть план по установке новых опор силами НЭСКа. Опору мне продали бэушную, я сам таких опор привез несколько штук из НЭСКа. То есть меня просто кинули как минимум на 50 тысяч. Это что касается электрики. И это, скорее всего, типовая практика, она будет существовать во всех местах России, что вам говорят, тех возможностей нету, ничего не получится, все плохо. Но если вы берете рекомендованного подрядчика по повышенным ценам, вам все сделают. Увы, такая практика. И вы не сможете с этим побороться, потому что вы ничего НЭСКу не докажете,
ну, в смысле, любой энергосбытовой организации, вам и шашечки или ехать. Вот поскольку вам ехать, вы хотите жить, к сожалению, это такая практика. С этим вы не поборетесь. Альтернативы электричеству, к сожалению, нет. Ну, солнечные панели вам в любом случае или какой-нибудь ветряк будут стоить дороже, а на ветряк еще на вас соседи будут жаловаться. Увы, тут не избежать. Ну, давайте откровенно говорить. Тут не избежать такой закамуфлированной взятки. Хорошо. Дальше. Я видел, что у соседей есть подключение к воде. Есть колодцы водопровода. Я думаю, ну все. Значит, меня смогут подключить. И мне действительно повезло. Поворот водопроводного 63-го ПНДшки трубы был прямо напротив моего участка. То есть у меня была возможность подключиться к этой трубе на моей стороне дороги. Я поехал в водоканал горячего ключа, и мне сказали, что нет, все, не хватает напора, все плохо. Ну, то же самое, тех возможностей нет. Но, если я им подарю сколько-то там метров, по-моему, километр, не помню, ну, какое-то значительное количество пластиковой трубы, заключу договор с теремом, заплачу им за трубу, терему этому, на складе на улице Хадыженской, как я помню, ездил, оплачивал. То есть официальный договор дарения, он у меня на руках, то тогда сразу неожиданно находится необходимый напор, чтобы мне подать воду. Альтернативой, тут какие-то альтернативы есть. Альтернативой этому является бурение скважины. Поверьте, ребят, я всегда хочу бороться за свои права и расследовать все возможности. Я был знаком с геологами в горячем ключе. Я сам, как оператор связи, строил себе всякие вот подземные сооружения. Поспрашивал всяких Кубань геологии и прочих. Что почем. И в нашем регионе очень слабая конкуренция. Ставки высокие. Особенно в горной местности ставки высокие. Я спрашивал соседей, и кто-то мне говорит, да, я вот пробурил там пару скважин, сразу нашел воду. А другие рядом, ниже по горе, говорят, да мы весь участок истыкали и ничего не нашли. К сожалению, мне сказали, что в горячем ключе нету таких исследований геологических, ну, по крайней мере, известных, чтобы говорить, где проходят водоносные слои. Более того, участок находится на горе, примерно 100 метров над уровнем моря, а основной горячий ключ где-то на уровне 30 метров над уровнем моря. То есть, если предполагать, что, допустим, какой-то водоносный слой находится, ну, даже хотя бы на уровне 50 метров, 70 метров, придется очень глубоко бурить. И как оказалось, я отказался от бурения, знаете почему? Потому что это было как раз после объявления Олимпиады. Всех буровиков, каких возможно, согнали в Сочи, да и плюс и на побережье, в том же Геленджике, где и Новороссийске, где огромные проблемы с водой. Эти буровики просто на расхват. И там люди готовы платить за скважины, потому что в водопроводе воды нет. Ну, я потом выяснил, что и в горячем ключе ее мало. Ну, ладно. В общем, я подумал, что в лотерею такую играть и стыкать участок и ничего не найти, я не хочу. И оказался очень прав. Потому что мой сосед Саша ниже на улице Титова загонял себе бурмашину. Они чуть ли не неделю возились, наверное, ушли больше 100 метров.
пробурили, поставили мы там все эти обсадные трубы и прочие насосы. Потом они приехали через какое-то время перебуривать или что-то прочищать, ну, в общем, какие-то были движения. Я его спросил, почему, он мне объяснил, потому что очень маленький дебит скважины. То есть скважина давала около 2 кубов воды в сутки. А это очень мало. Для, как я понимаю, у него там бассейн и что-то такое. Вот. Ему очень посчитал мало. В общем, он долбался с этой скважиной. И в конце концов подключился к водопроводу. Проблема воды в горячем ключе, она есть, и я думаю, что она нерешаемая. Да, там поставили станцию обезжелезывания, якобы. Но проблема же в самих коммуникациях. Трубы строились многие десятки лет, хотел сказать сотни, но нет. Десятки лет еще при Советском Союзе. Скважины имеют свойство деградировать. Я последние годы в горячем ключе на улице Ольховой, у нас так называемая Очаковская линия там, которую построили в 90-е на пансионат Очакова, был такой пивоваренный завод, сейчас она называется, господи, Чистый воздух или как-то так, это пансионат. Вот на этой Очаковской линии мы сидим, и воды не было. По 3 суток, по суткам, не было электричества и воды. То есть, ребята, если честно, вода в горячий ключ, да, вот какая ирония. К сожалению, вода в горячем ключе это огромная проблема. Ее качество, она идет с глиной, она очень грязная, с какими-то примесями. Всегда все жалуются на фильтры. В летний период воды нет. То есть ее может не быть аварийно. И логика в этом очень простая. Идет большой разбор воды летом. Водоканал давит, то есть подает большее давление. Большее давление, трубы разрываются, которые старые. Значит, большее давление не могут давать. А если дают давление меньше, то до высокогорных районов, на горе, как у нас, по сравнению с равниной, вода просто не доходит. Не хватает напора. Больше напор, больше определенного водоканал не может дать. Потому что иначе у него начнут рваться трубы, которые идут до этого. Вообще, я отдельно запишу ролик по поводу водоканала в горячем ключе. И по поводу того, как за взятки подключают коммуникации. Водоканал в горячем ключе это принадлежащий муниципалитету юрлицо. И это главный бич. Главный бич, потому что водоканал, кошелек, администрация, как я полагаю. Там все время чехарда, но в общем отдельное видео, это не по поводу коммуникации. Значит, немножечко анонсом, на свой колодец, который вас заставят построить, скорее всего, ставьте сразу надежную металлическую люк и замок, чтобы туда никто не лазил. Счетчики ставьте те, которые вас должны заставлять, те, которые будут погружены в воду, потому что, как правило, все канализации водоканала наполняются водой в осенне-весенний период. По крайней мере, в горячем ключе так точно. И подписывайте договора на разграничение. Храните всю документацию. Спойлер, у водоканала горячего ключа документации нет. Это официально. Но это отдельное видео про то, что творится в водоканале горячего ключа. Ладно, с водой я решил вопрос. Построили колодец поверх этой 60-й трубы. Подключили ввод на участок.
сделали. Да, к сожалению, грунты там подвижные, там отдельная проблема то, что еще и почвенные воды близко. Вот, они натекают в этот колодец и вообще двигали все трубы двигали еще между собой. Ладно, дальше. Оптика. Это отдельная песня. Ну, давайте про газ. У соседей был газ на Ольховой 6. Напротив был газ. Я подумал, значит, нам могут подключить. В 2011, по-моему, году обратился в «Газпром», Межрегионгаз, кажется, или как-то так и называется подразделение, не помню. Именно такое, которое выдает доступ. Там тоже чехарда, на самом деле есть частные линии. В общем, выдали тех условия. Но оказалось не все так просто. Тех условия выдали о подключении к магистральной трубе, которая находится примерно на квартал ниже. И чтобы к этой магистральной трубе подключиться, во-первых, я должен получить согласие соседей, нижестоящих, потому что через их участки надо вести. Во-вторых, эту трубу надо построить. И тут появляется рекомендованный подрядчик. Да, опять же он. Но если я скажу фамилию Рерих, то все жители Горячего Ключа сразу поймут, о ком идет речь. В общем, Рериха назвали в качестве рекомендованного подрядчика. Взял он с меня конскую сумму за стройку, потому что еще нужно было, проект и все это он все нарисовал сам, в том плане, что проще. Но сумма была просто нереальная. Но газ нужен, потому что на дизеле дом не отопишь. Очень дорого будет отапливать дизелем. Или там какими-нибудь теми же солнечными панелями. В конечном итоге это все дорого. В последние годы в Горячем Ключе сильный снег выпадает. Толстый, сильный снег, солнечные панели. Тогда, когда этот тепло и нужно будет, с ними будет проблема. Даже если они там с подогревом и еще с чем-то, все равно будут проблемы. Так вот, плюс Рериха было в том, что мои соседи ниже, некоторые из них, начали выеживаться на согласование провода трубы. Они работали у Рериха. И он им сказал: не, ребята, вы что, не поняли, это я делаю. И, в общем, они сразу согласились. И как оказалось, потом, когда я смотрел по участкам ниже, вот если вы посмотрите, это между Горной и переулком Титовым есть магистральная газовая труба. И по участкам за улицей идут аж 4 трубы. То есть выдавали этих условия каждому индивидуально. И каждому строили трубу. Там несколько домов, и каждому подводили трубу. И у соседа, который купил участок, там вредный дед такой, у него 4 трубы на участке. Рядом с магистральной. Да. А как же соседи, вы спросите, подключались? А они все подключались по временной схеме. То есть, понимаете, они работали либо у Рериха, либо связанными с Газпромом компаниями. И каждому из них, как в индивидуальном порядке, то есть по блату, выдавали временные условия на подключение. И тянули эту газовую трубу. Наверное, им со скидкой. А мне выкатили полную стоимость и построили эту газовую трубу. Еще до того, как мне выдали этих условия, я устроил кампанию писем с жалобами о том, что такая улица большая и нельзя подключить газ. То есть первоначально, да, там тоже были заковыки, не выдавали тех условия, но не сильно упирались. Не так, как Водоканал или НЭСК. Написали письма, и неожиданно, вот почему я говорю, что вам нужно жаловаться и писать жалобы, это может помочь.
Приехали депутаты из края, посмотрели и построили, но уже в 2013 году построили по улице Ольховой, Титовой, Ольховой, построили магистральный подземный газопровод. Так что, если бы я не торопился бы, ну никто же не знает, да, нет никакой гарантии. Потому что я подключил газ, по-моему, в 2011 году, а построили этот магистральный газопровод, по-моему, в 2013 или в 2014 году, где-то так. Ну, позже, в общем, в 2013, по-моему, году. Вот такая вот ситуация с газом. И сейчас на Ольховой подключают только вот к этим магистральным газопроводам. Резюме какое по газу. Нет никакой гарантии того, что если у соседей есть газ, то газ может быть у вас. Может быть вот это временная схема. Ну, наверное, две последних темы тоже большие. Давайте закончим с водой, с канализацией. Да? В горячем ключе, как я думаю, в других местах, в основном люди в сельских местах пользуются септиками. В горячем ключе септик — это такая яма, которую жители предпочитают не бетонировать внизу, чтобы все их серые воды, то есть по сути фекальные стоки, уходили в грунтовые воды. И я когда копал у себя на участке в 2022 году, я выяснил, что действительно фекалии чудным образом где-то на глубине 2 метров под уровнем земли прям вот текут, запах с горы прям приходит ко мне, и я это чувствую. Потому что я перекопал этот фекалиносный водоносный слой. Мне нужно было трубу закладывать примерно на этой глубине. Это была огромная проблема — откачивать воду, потому что она все время набиралась. Плюс она еще и воняла. Да. Будьте готовы к тому, что если вы находитесь в низине, на вас будут сливать фекалии либо через водоносный слой, что меньшее зло, либо, что вероятнее всего, в горячем ключе сливают через ерики, ливневки. Так что если у вас по участку проходит какой-нибудь ручеек, готовьтесь к тому, что по нему будет течь фекалии, а летом это все легко сохнет и жутко воняет. Это общая практика, это не исключение, это практика, это большее количество случаев, чем исключение в горячем ключе и вообще во всех районах Краснодарского края, прежде всего горных, там где это все самотеком может течь. Это и Туапсе, это Джубга, это, господи, Геленджик, так это вообще притча во языцах, там течет всегда и все это вытекает в эту бухту несчастную. По поводу канализации. На улице Ольховой канализацию мы построили в 2020 году, кажется. Начали мы ее делать, по-моему, в 2018 году. Нам отказывали сделать канализацию. Водоканал говорил, у нас нет на это денег, хотите, делайте сами. Ниже по улице Титовой есть кооперативная канализация, то есть жители скидывали сами, где-то там какие-то участки житель построил один сам вообще на целый квартал или два, потом это все вскладчено. Короче, полный зоопарк с этой канализацией. Водоканал ничего не знает о том, где какие канализации, в каком состоянии, но при этом берет деньги за присоединение, за расширение технических мощностей, всего-всего-всего. То есть деньги он берет, но эта инфраструктура не его, и поэтому он за нее не отвечает. И так и есть. Колодец на углу улицы Титова и, господи, Пархоменко, по-моему, хлестал фекальными водами чуть ли не год. Потому что это колодец был не водоканала. Если крышку на улице трактор или какой-нибудь бетоновоз раздавит и канализация ваша, отвечайте за замену крышки вы, а не водоканал. В общем, резюме какое. Спрашивайте, чья канализация на улице.
на улице Ольховая, канализации не было, мы ее строили многие годы. Обошлась, наверное, на человека только по улице канализация где-то в 150 тысяч, наверное, на человека. То есть, в общем, она стоила дороже. Вот. Она уже ломалась в 2021-2022 году активно. Потому что жители сливают в эти канализации цемент, всякие смеси. То есть, если эта канализация ваша совместная с соседями, кооперативная, а не водоканала, то вы еще будете за эксплуатацию отвечать. Либо вы должны водоканалу ее подарить. Но тогда новые люди, которые захотят подключаться, они будут все деньги платить водоканалу, потому что это будет канализация их. В общем, рассчитывайте на то, что у вас не будет канализации. Если она есть на улице, спросите у соседей, спросите, на каком основании эта канализация построена. Посмотрите проект, посмотрите топосъемку, посмотрите все документы, согласование с водоканалом. То есть там должно быть списки тех, кто участвовал в этом строительстве канализации. Я знаю, что некоторые соседи в наглую пытались подключиться к канализации незаконно. То есть ночами буквально ковыряли дырку и хотели к ней подключиться. Представляете, так бывает. Но были пойманы на этом деянии. И плюс по участку вам надо еще строить канализацию. Для этого тоже нужен проект. Согласование пройти со всякими, то есть вы же эту канализацию потом с участка будете выводить на улицу, в городскую, в общую канализацию подключать, в нашем случае в кооперативную. И это значит, что вы должны согласовать и с водоканалом, ну все те коммуникации, которые на улице есть. Оптика, Ростелеком, водоканал и труба водопроводная. Электрикам зачем-то тоже надо согласовывать, хотя они вот там вот высоко висят. И с газовиками. И газовики больше всего хотели денег в моем случае. Ну, наверное, эти истории я отдельно опишу про газ и про воду. Но суть в том, что я строил, опять же, есть подрядная организация водоканала, рекомендуемые, которые типа Вась-Вась с водоканалом, и они гнут цену просто нереальную. Ну, раза в 4 дороже, чем оно того стоит. И когда я согласовал все без взяток везде, ну, прошел все согласования, но я это отдельным видео запишу. В общем, рекомендованный подрядчик отказался мне строить, потому что я нигде взяток не дал. Вот представляете? Пришлось построить самому. Но там это отдельная песня, расскажу об этом. Вот, прям отдельный выпуск про канализацию. И последняя оптика. Значит, Ростелекома оптика есть мало где. Особенно в таких вот сельских местах. У нас был медный кабель, был колодец, когда я покупал участок с недостроен, ну, с фундаментом. Я думал, ой, как классно, мне подключат. Хрен там. В конечном итоге, во-первых, опять же, рекомендованный подрядчик, это знакомая коррупционная схема. Для чего? Для того, чтобы по участку построить кабельную канализацию, ввести к дому этот кабель. Потому что у меня дом планировался в самом широком месте участка, он у меня трапециевидной формы, там понад лесом. Вот, кабельную канализацию построить. Я построил эту канализацию, будучи сам телеком-оператором, своими силами. И Ростелеком очень долго крутил мне бейцы и отказывался принимать в эксплуатацию эту канализацию, потому что они ничего на этом не заработали. Я все это сделал своими силами, а им нужно было только протянуть кабель, который я же им и дал. Специальный такой, бронированный, чтобы его крысы не жрали. Вот. Значит, вам будут говорить, что невозможно. Вам будут писать, что не получится ничего. В конце концов, вас заставят заплатить какому-то рекомендованному подрядчику, чтобы построить эту канализацию. Вы протянете там кабель медный, если медный. И его будут жрать крысы. У меня жрали конкретно, потому что они живут в этой кабельной канализации, а она узкая. Вторая проблема, то, что эта кабельная канализация Ростелекома еще выполняет роль ливневки. И эти колодцы все переполняются, вода оттуда течет, в общем, ужас. Где-то, по-моему, в 2018 году, поскольку я понял, что все уже сдыхает этот кабель, я начал бороться за
оптику. Мы 2 года бодались примерно с Ростелекомом, они не хотели строить. Я подключил свои связи в телеком-сообществе, благо долго там работал. Никаких взяток не давал, просто обосновал, что насколько вот большой кусок этой горы можно телефонизировать с помощью оптики, вернее, дать хороший интернет. И Ростелеком построил оптику на нашу гору силами подрядчика, который мне угрожал, если я не перестану жаловаться на то, что они 20 раз перекопали улицы, 20 раз их не засыпали, прошел дождь, это все село, получилось 20 поперек ям. И жители пришли ко мне и сказали, что интернет говно. И вообще оптика говно. И все и плохое. Вот такая благодарность. Я во всем виноват. И я жаловался в Ростелеком, приезжали подрядчики, угрожали мне, что типа вот плохая связь. Поэтому, скорее всего, когда вы покупаете участок, ищите на улице коробочки распределительные. Это может быть Ростелеком, оптика, вот. Либо на столбах смотрите такая вот лапша и такие вот бочоночки должны висеть, или коробочки треугольные на столбах Неско или каких-нибудь там электрических сетей, которые будут подводиться туда вот проводочки. Это лапша, ну это тонкая оптика, которая висит на столбах. Я как телеком-оператор, которых бывших не бывает, критически отношусь к оптике, которая висит на опорах, потому что у нас типичное явление в Краснодарском крае мокрый снег, ледяной дождь, это когда идет дождь и он замерзает. И вот эта вся лапша, вот эта вся оптика, которая висит по столбам, она, если не сейчас, то со временем, под действием жаркого южного солнца и потом вот ледяного дождя, она будет разрушаться. Это значит, что оператору нужно будет ее перестраивать, перевешивать кусками, то есть поддерживать в рабочем состоянии. И у вас могут быть перебои со связью. Ну а что касается покрытия сотовой связи, раньше оно было лучше, сейчас дефицит с оборудованием, и будет он только усиливаться. Поэтому рассчитывать на качественную 4G связь в большинстве районов я бы вам не рекомендовал. Идеальный участок — это тот, который вот вы приезжаете, там всем коммуникации уже заведены. Но есть нюанс. И это для тех внимательных, кто досмотрел до конца. Поэтому поставьте мне лайк, подпишитесь, напишите комментарий, о чем я забыл сказать, о каких коммуникациях еще. Про дороги это отдельная тема, отдельное видео. Но есть нюанс. Если вы берете старый дом, заброшку какую-нибудь или саманный дом, который хотите вы потом разрушить, то помните, отступы и градостроительные нормы меняются с годами, ужесточаются. Раньше можно было участок построить ближе к дороге, ближе к соседнему дому. Сейчас там нужно отступы соблюдать больше. 6, по-моему, метров до соседнего дома и 3 метра до дороги. До красной линии. Да? Соответственно, могут быть сервитуты, то есть могут быть части вашего участка еще кому-то отданы в пользование, допустим, каким-нибудь электросетям, например, или газовым сетям. И когда вы покупаете старый дом, если вы его по документам рушите, то есть все ликвидировали, убрали с кадастрового учета, то новый дом вам обязаны дать разрешение на то, чтобы построить его по новым требованиям, с большими отступами. А если у вас старый дом идет под реконструкцию, то вроде как, ну вот вы его перестраиваете, но вы же не можете дом пододвинуть. Он был построен, все зарегистрирован. Как вам пробежать по этому лезвию ножа и построить новый дом на месте старого по старым документам, это отдельная тема. Но так можно делать.
И я боюсь, что если вы старый дом ликвидируете по документам, сносите его полностью, то все коммуникации, которые были к нему подведены, придется заново платить за установку, потому что дома-то нет. Ну тут как договоритесь. Как договоритесь? Тут, видите, у них нет большой выгоды в том плане, что вы уже построили всякие эти подводы, колодцы, прочее. Но, допустим, на Ольховой я знаю, что сейчас не подключают в горячем ключе к тем вот воздушным газопроводам, которые были старые. А если есть пластиковый подземный газопровод, подключают только к нему. Так что если дом разрушен по документам, то и вроде как коммуникации, которые к нему шли, все, пропали, начинай все заново. Вот такая вот нюанс. Это для тех внимательных, кто досмотрел до конца. Все, всем пока. Подписка, комментарии, чего я забыл. Лайки, расшарьте с друзьями. Колокольчик на все уведомления.